Всем привет! Сегодня покажем вам отель Gravity Сахал-Хашиш. Что нас шокировало в ресторане? В каком состоянии номера трехлетнего отеля? Подойдет ли это место для семейного отдыха с детьми? В чем проблема отельного пляжа и достоинства местного рифа? А цены на все популярные экскурсии из Хургады и Шарм-эль-Шейха смотрите на нашем сайте Travel24 Online. Отель Gravity находится в 35 километрах от аэропорта Хургады в отдаленном районе Сахал-Хашиш. И на туристическом автобусе дорога займет около 40 минут. А я напоминаю, что мы не сотрудничаем с отелями, ездим туда только за свои деньги для того, чтобы делать правдивые, настоящие обзоры. Но нам от вас нужна поддержка. Поставьте огромный лайк под этим видео и напишите комментарий. Кстати, давайте, если за 7 дней мы соберем 10 тысяч лайков, то в следующий отель мы поедем в самый дорогой, самый крутой отель в Хургаде. Район Сахал-Хашиш хоть отдаленный, но самый ближайший к Хургаде. Хотя до отеля Gravity все равно далеко, он на окраине района. Вот мы и подъезжаем к отельчику. На самом деле это самый крайний отель Сахал-Хашиш, самый последненький. И ничего здесь нету, никуда не выйдешь даже, не погуляешь. Ну почему? Променад, по променаду у моря. Вот. Это мы еще вам все расскажем. С этой стороны, но с этой стороны пустовато, только пустыня. Ресепшн нас порадовал своей новизной и дизайном. Мебель хорошая и интерьер современный. Мне он очень понравился. Что ж, классика жанра. Я заполняю вот эту вот анкету регистрационную. А девчата уже, посмотрите, уже в интернете, потому что пароль прямо сразу на входе висит. Я думаю, девчата заценили, да? Классно. Получив браслеты, сразу отправляемся с Сабриной проверить, есть ли горячий шоколад. Все нашли. Теперь ждем номер около 20 минут. А сейчас я расскажу, как, отдыхая на пляже, можно забронировать экскурсию за 20 секунд. Открывайте наше приложение Travel24, выбирайте город, в котором отдыхаете, нажимайте на иконку мессенджера, Viber, WhatsApp или Telegram и пишите, на какую экскурсию хотите поехать. Вся нужная информация приходит вам в мессенджер. Можно задать любой вопрос, и мы всегда на связи. Так, ну что, наконец-то 13:25. нашли мы наш номерок. Добро пожаловать в наш сегодняшний номер. Категория номера у нас сегодня Junior Family Suite, кажется, вот так называется. Но что мы здесь видим? Сразу, когда мы пришли, был только здесь, в этой комнате, был просто диванчик. Буквально через 10 минут нам принесли вот эту дополнительную кроватку. И по спальным местам есть вторая комнатка еще, в которой еще 2 односпальные кровати. То есть я понимаю, это будет либо 2 односпальные, либо, возможно, 1 двуспальная. Но я считаю все-таки, что это не есть family room, потому что family room сам по себе, он включать должен как бы стационарные места для детей. Это вот мое мнение. То есть это такой-то, наверное, не до family room. У нас есть здесь такой небольшой диванчик для отдыха, можно посидеть. Кстати, я сразу думал, что они этот диванчик разложат, а нет, они нам притянули другую кровать. Так, есть у нас чайник, что, в общем-то, неплохо. Бутылка воды. Попробуем найти мини-бар. Мини-бар, у нас здесь есть холодильничек. Та-да-да-дам! В мини-баре мы нашли вторую бутылку воды, так что особо здесь разогнаться на мини-бар не получится. Кроме воды ничего нет. В шкафу у нас есть вешалки для одежды, есть сейф. А вот эту зону, пожалуй, можно назвать настоящей рабочей зоной. Но она состоит из нескольких частей. В первой части можно посмотреться в зеркало.
Даже и в полный рост практически я помещаюсь. Дальше здесь есть еще, наверное, ящички какие-то, да. Что-то похоронить можно. Дальше достаточно большой, видим, телевизор LG. И надо еще сказать, что в номере есть интернет. Wi-Fi работает. Правда, мы еще не проверили. Дальше необычный вот такой стул. Настоящий, как будто компьютерный стульчик, который регулируется. Работает все! Здесь у нас дверь, ведущая. Вроде как на балкон, но я даже не могу, у меня слово не поворачивается назвать это балконом, потому что это не балкон, какая-то просто коридорчик. Но здесь чуть-чуть вида есть на территорию. Мы видим отсюда отлично аквапарк, горки аквапарка вот это. Мы отлично отсюда видим бассейнчик. Но нет, такой балкон меня не устраивает. А я вас приглашаю в нашу комнату во вторую. Но, кстати, когда мы только зашли, дети сразу начали кричать: нет, мы хотим в этой комнате, мы себе занимаем кровати, потому что почему-то здесь 2 кровати, это довольно-таки проблематично. Потому что я вообще-то хотел бы, чтобы у нас была здесь одна нормальная двуспальная кровать. А в итоге получается, что будем мы спать по отдельности. Это вообще какая-то ерунда на самом деле. А еще что я заметил, вы только посмотрите в эту сторону. Тут, похоже, произошло воровство. Кто-то спер у нас телевизор. Я, кстати, сразу вообще не заметил. А на самом деле, вот посмотрите, это же специальное место как раз вот для телевизора. Ну и сейчас еще посмотрим второй балкон, на котором мы будем пить чай по ходу сегодня. Открываем. Второй балкон. Огромный, просто гигантский второй балкон, который даже дверь не открывается, потому что вот эта дверь, она вот кровать не дает, чтобы сюда можно было выйти. Ну, сколько тут квадратных метров, я думаю, в этом балконе? Если стул поставить, интересно, я бы... А может, я вот смогу сесть или нет? Давайте проверим. Оп. Ну вот я, так как я не толстый, не очень-то жирный, то в принципе я вмещаюсь на этот балкон. Но в целом вы как бы понимаете, да, уровень размера этого балкона. Не нужно меня тут закрывать. Ну вот что-что, а по дизайну и цветовой гамме мне здесь очень понравилось. Нравится вот как отделано вот это изголовье у кровати. Вот что-то оригинальное все-таки здесь есть, но вроде как отель и не старый. Как они успели немножко ушатать номер, и не немножко, а нормально так ушатать, потому что такие стены какие-то грязные, стекла какие-то вон грязные, их просто не мыли, наверное, вот выселились люди, ничего вообще не убирали. Еще осталось нам посмотреть ванную комнату. Сразу скажу, что выглядит она довольно так неплохо. Вот эта плиточка, здесь у нас есть фен, большое зеркало, есть баночки с гелем для душа, шампунь, мыло. Еще мне нравится вот эта вот плитка, отделка плиткой, ну, выглядит так довольно неплохо. Только я не могу понять, что случилось вот с этой вот розеткой. Такое чувство, что ее вот отодрали, вот эту часть, потому что я так понимаю, что здесь она должна быть закрыта. Тоже что-то непонятно. Вроде бы неплохо все выглядит, но при этом есть какие-то вот такие нюансы. Здесь у нас есть туалет. Всего лишь почему-то принесли нам 2 полотенца. Нужно сказать, чтобы принесли еще. И заходим в душевую кабину. Душ-кабина. Такая довольно просторная, большая. Большая лейка. Да, но нету света здесь. Здесь придется мыться в темноте, в интиме, так сказать. Все, до свидания. Слушай, такое чумазое стекло вообще ну, грязно. Вообще непонятно, почему тут такие разводы, какие-то пальцы везде оставлены. Ну, довольно странно. То есть двоякое впечатление. Вроде бы и неплохой номер. О, кстати, я тут для тебя кое-что нашел. Для тебя нашел подарочек. Посмотри, есть даже весы. Ну, давай. Весы, можно взвеситься. Но боюсь, что
Если только со своей батарейкой, наверное, Походу- приехать, тогда можно взвесить. Походу они не работают, эти весы. А как все хорошо начиналось? Здесь не получится ничего, зато можно есть на All Inclusive по полной программе. А победителем нашего конкурса становится Татьяна Гущина, которая правильно угадала, что за прошлый отель мы заплатили $155 за ночь. Но мы продолжаем. Напишите в комментариях, сколько мы заплатили за ночь в этом отеле. И победитель, как всегда, получит от нас сюрприз и экскурсию в подарок. Пишите. В целом, номера в отеле достаточно стильные и красивые. По фото и видео вообще огонь. Но вот как мне показалось, материалы, из которых делали ремонт, наверное, дешевые или не совсем качественные. Потому что всего лишь за такой короткий срок номера уже пришли в какое-то такое не очень хорошее состояние. За наш семейный вариант я ставлю оценку 4. Все-таки вместо 4 спальных мест у нас было всего лишь 3. Хотя, сравнивая этот номер с общей массой отелей со старой номерной базой, если здесь хорошо прибраться, то можно смело поставить 5. Если вас волнует вопрос, что привезти из Египта, то мы специально для вас сделали интернет-магазин с бесплатной доставкой в отель по Хургаде. Теперь не нужно бегать по торговцам и сбивать завышенные цены. Все самое необходимое есть у нас на сайте по самым привлекательным ценам. И, конечно, мы не начинаем отдыхать, пока плотно не пообедаем. В 12:30 идем кушать в главный ресторан отеля. Только зашла в ресторан, и у меня сразу загорелись глаза, потому что это, пожалуй, за последних несколько отелей самый красиво оформленный шведский стол. Посмотрите, это фруктовое изобилие какое-то. Яблоки, виноград, финики, апельсины, гранат. Вижу дыни, правда, почему-то дыни не порезали. Типа просто для красоты. Передвигаемся к столу с салатиками. У нас есть тахина, самое главное, а потом есть огурцы, помидорчики. Все, в общем-то, самое нужное. Но самое интересное то, что как они реально заморачиваются вообще с обстановкой. Вот посмотри, здесь стоят большие банки с оливками. Внутри, понятно, что ты их брать не можешь. Это просто сделано все для красоты, для такого дизайна. Хотя нет, смотри, оливковое масло можно здесь наливать себе. Причем сколько здесь видов. Очень удобно, что все блюда здесь подписаны. Это у нас паста тагин. Написано здесь тушеные овощи, обожаю их, низкокалорийные. Картошка для белорусов, видимо. Здесь у нас рыбка жареная, выглядит аппетитно. Морковочка. А здесь курица и остались баклажанчики. Кстати, оно все подогревается, очень горячее. Стол со сладостями – это просто какое-то райское изобилие. Они все разноцветные, все приготовленные. А еще мне нравится, что вот там вдалеке, вот там, вот дальше, посмотри, их достать невозможно. Это просто украшения сладостей. Вот отсюда я их не могу достать, но они настоящие. Я так понимаю, что их можно будет съесть когда-то. Потом вот эти вот стаканчики сверху стоят. Это тоже, наверное, желе. Возьму-ка я себе один стаканчик желе. И с этой стороны тоже огромный стол со сладостями. Самое главное, что на той стороне у нас еще один стол со сладостями. Тут реально целое изобилие для сладкоежек. Можно просто объесть. Пошли посмотрим стол с египетскими сладостями. Вот наши любимые египетские сладости. Для тех, кто не хочет ехать в магазин, затариваться сладким, можно прийти на обед, немножко себе так набрать и потом уже своим родным привезти египетские сладости. Мол, я это так из Египта привез. Это лайфхак. И хлебный стол просто в изобилии. Кстати, я не ем вот этих булочек всяких, но я когда сюда смотрю, мне все хочется. Они настолько аппетитно выглядят, они такие мягкие, свежие. Ах, как удержаться от этого. Вот я их не ем, но мне очень сейчас хочется.
Посмотри, какой здоровенный хлеб. Я сейчас возьму... О, и ножик специально для него. Соответствующая пила. Сейчас я себе отпилю немножко этой вот булочки. Это своего рода какая-то такая пицца. Или что это такое? Нет, это булка. А, кстати, а вот насчет пиццы, вот есть еще пицца. Я, правда, даже не знаю, как ее здесь можно брать, потому что целая куча вот этих хлеба. Тут сосиски, тут вот помидорки. Ну, это выглядит, конечно, круто. Я не понимаю, как это можно есть. Можно ли мне отпилить кусочек? Давайте-ка я себе немножко отпилю. Каравай. Пицца. О, каравай, свадьба у нас сегодня. Что я могу сказать? В этом отеле моя диета отменяется. Потому что эти пирожные такие красивые, такие нарядные, прям как я. Они так на меня смотрели. Я не удержалась. Ну, а вообще, наверное, самый маленький ассортимент здесь – это по мясу. Потому что это только 3 вариантика. Курица, говядина и рыба. Я взяла вот такой вот супчик говяжий, ну тут типа бульончик. Я вот такие вот бульончики обожаю. Еще взяла вот такую вот курочку в панировке, я ее тоже обожаю. Картошечку, как всегда, макароны и говядину, и рис, но я его уже немного съела. Потом вот такие вот салатики разные и сок. Мне все нравится. Когда мы пришли в ресторан, мне показалось, что он очень маленький, но, может быть, из-за того, что здесь немного людей, кажется, что он не такой уж и маленький, и место можно найти. Мне все нравится, еда вкусная, пока что у меня нету никаких минусов. Вот для меня глобально все рестораны в отелях в Египте делятся на 2 вида. Первый вид – это такие столовки, куда заходишь, где там много народа, что-то все некрасиво, шумно. И второй вид – это когда реально ресторан похож на ресторан. Вот здесь все чинно, чистенько, ладненько, так подходишь, и просто душа радуется. Я уже давно соскучился вот именно по нормальным ресторанам, где можно сидеть спокойно, красиво и радоваться тому, что ты пришел покушать. Бронировать экскурсии на нашем сайте лучше по прилету в Египет. За 1-3 дня до экскурсии. Что взять с собой, точное время выезда и другие рекомендации мы отправляем в мессенджер при бронировании. И главное, никакой предоплаты. Оплата в трансфере, который забирает прямо из отеля. Ждем вас в Египте. Площадь территории отеля Gravity Sahel Hashish около 30 тысяч квадратных метров, что по меркам египетских отелей совсем немного. Скорее, его можно назвать маленьким. А мы сейчас спустились на первый этаж от ресепшена. Хотя самое интересное, что когда мы сюда приехали, то вроде как мы просто вошли в ресепшен, и казалось, что он на 1-м этаже, но оказывается, он аж на 3-м этаже. И вот сейчас мы уже на земле. Только сейчас и входим. А-ля-ля, открылись дверки. И входим на территорию отеля. Сейчас все вам покажем, все расскажем. У нас, как всегда, солнце. Сразу на выходе находится бассейн, правда там никогда никого не было. Вся действующая инфраструктура отеля находится чуть дальше, поэтому идем вперед. А мы перешли на всю территорию отеля, и она состоит из такого огромного 6-этажного корпуса с одной стороны, а с другой стороны у нас какой-то такой комплекс вилл. И между ними как раз-таки вот здесь, в таком своего рода каньоне, находится вся территория отеля. Очень длинная и очень такая узкая. И отсюда мы видим, между прочим, море. А мы продвигаемся дальше, и я еще вчера обратила внимание, когда мы только заселились, уже осмотрели свой номер, иду так вот рядом с балкончиками на 1-м этаже, а там, понимаете, оборудование, там красивые какие-то столики, кресла, там игрушки детские. Я такой, о, почему у них такой номер, у нас вообще ничего нет на балконе. Оказывается, что Gravity Sahel Hashish – это уникальный такой вот отель, таких немного, где кроме того, что поотдыхать по туру, можно еще и приехать и пожить подольше. Потому что здесь половина вот этого здания – это просто апартаменты, которые сдаются в аренду на короткий и длительный срок. Здесь есть студии стоимостью от $350 с одной спальней квартиры, это как бы двухкомнатная, от $500, и с 2 спальнями
премиями $600 и выше. Поэтому вот вам альтернатива, кто хочет к нам на зимовочку. Напишите в комментариях, кто не против бы здесь пожить. Мы прошли уже 2 бассейна, и там совершенно нет никого, зато возле 3-го бассейна тусуется весь народ. Давайте померяем, какая же температура воды и воздуха у нас сегодня в середине октября. Наша уточка Моня показывает 30 градусов тепла на улице, и мы померяем воду в этом вот бассейне. Он такой большой, довольно большой, хотя здесь народа тоже не так много. Основная масса людей ближе к морю, тусуются туда, поближе. Так, наша уточка Моня показывает 27,9 градусов тепла в бассейне. Ну, вода достаточно теплая. У этого бассейна оборудование гораздо больше. Кстати, все шезлонги новые. Также новое плиточное покрытие. В целом по территории отеля видно, что он открылся не так давно, в 2019 году. Есть небольшая детская зона и детский клуб. Правда, во время нашего отдыха он почему-то не работал. Мы практически прошли уже одну половину территории, от ресепшена и до конца бассейнов. Здесь уже насчитали 4 бассейна. Но интересно то, что наше состояние, вот так сказать, менялось. Там, в том углу, где вот мы только вышли из ресепшена, на 1-2 бассейне вообще полный штиль был. Ну, вообще не дуло, вообще жарко, наверное, для зимы. Это шикарно. А вот как только мы дальше приближаемся вот сюда, в сторону моря, ветерок появляется. И уже волосы разлетаются, летят. Ну, наверное, зимой здесь будет уже более ветрено. Но хорошо, что есть все-таки вариант укрыться от ветра, где... Мы уже подошли практически к морю, и здесь есть такой очень классный ресторанчик. Вы только посмотрите, какие беседки, какие стулья, какая мебель. Здесь сидеть реально одно удовольствие. Причем отсюда очень круто видно море. Бар, кстати, находится чуть дальше, но все равно в любом случае можно сидеть, чилить и наслаждаться такой вот приятной обстановкой. А уже практически у самого моря есть такая вот небольшая терраса с удобными креслами, где можно понаслаждаться чайком, кофейком, видом на море. Ветерочек здесь сейчас дует. Очень классно. You ain't got enough of this fever, I know, I know. А рядом с этой зоной находится достаточно большой амфитеатр, где вечером проходит анимационная программа. Еще хочу заметить, что здесь идет ремонт какого-то бара, ресторана. Это достаточно шумно, хотя сильно нам не мешало. Все это была одна часть территории, но есть и еще один такой же двор, а по центру бар. А вот мы нашли возле этой террасы центральный бар. Здесь, кстати, очень много всяких бутылок с напитками стоит, но по факту, я думаю, что вот этих всех иностранных напитков здесь нет. Хотя бутылок действительно много. И вот и с этой как раз-таки террасы открывается, опять же, очень шикарный вид на море. Бассейн, пальмы, солнышко светит, красота. Еще не доработали, уже побежал кушать, понимаешь ли. Остановись, остановись, а? Ой, что я тут нашел, посмотри, картошка фри и пицца. И пицца. Лучшая А это еда еще для говядина перекуса, что какая-то. называется. Это шаурма. Шаверма.
И все-таки самый популярный и активный бассейн – это именно вот этот. Его можно назвать даже инфинити бассейном, потому что если чуть-чуть опустить поле своего зрения, чуть-чуть опустить камеру, то будет только бассейн и на фоне море-морешка, яхты. Красота! Здесь в том числе проходит и анимация, всегда шумно и весело. Me till at the end. Здесь уже оборудование зонтиков и шезлонгов гораздо больше, но все равно они на приличном расстоянии друг от друга, хотя бывало, что практически все шезлонги заняты. А бассейн сам по себе сделан как имитация моря. Вход плавный и плитка на входе цвета песка, но уже через пару метров начинается глубина. По-моему, это самый интересный бассейн на территории. Don't you know what happens to dreams you don't follow? They crumble. You know I can't stand what you're getting so hollow, so cold. 'Cause you're thinking your pace, no time. Смотри, какой здесь инфинити бассейн. Можем себя почувствовать. Лакшери жизнь. Люкшери. Вот водичка, вот море, вот все как надо. Мы так заходили, мне показалось, она такая холодная вода. А тут 5 минут посидел, вроде уже ничего. Интересно, будут ли греть его зимой? Я думаю, зимой ты будешь вылетать отсюда с обмороженными ягодицами. Me till at the end. Мы здесь нашли еще один зеленый оазис. Кстати, его не видно, когда выходишь из ресепшн. Кажется, что вся территория такая очень узкая и маленькая. А на самом деле мы вышли сюда, и здесь комплекс вилл. Посредине есть еще один бассейн. Здесь реально находиться как в каком-то таком райском саду, тропическом лесу. Не знаю, мне очень нравится вот эта обстановка здесь. И тем более, опять же, все это море, синее, красивое море. На фоне этих пальм вид просто божественный. Waste away. I'll be with you always. You don't need to be afraid. And I'll meet you. Эта зона самая уединенная на территории отеля. Кто хочет спокойствия и одиночества, может отправиться именно к этому бассейну. Meet you at the end. А мы подошли к самому главному, это к аквапарку. Здесь всего лишь 9 горок. Я бы не могу сказать, что они слишком какие-то такие экстремальные, большие, но зато как это все выглядит круто. Они реально заморочились. Вы только посмотрите на этот дизайн. Мы как будто попали в какой-то Диснейленд. Еще с правой стороны не закончен Гравити замок. Мне даже вот интересно, что здесь будет, потому что выглядит оно так помпезно, так шикарно. Но я думаю, что когда это все построят, это будет реально классная тема. Вау! Вау! Какая скорость в конце, а? Да. Такая быстрая, пожалуйста. В конце очень там быстро. В конце прям вообще. И все-таки хочу похвалить этот отель. Еще буквально 3 месяца назад здесь не было ничего в этой зоне. Никаких горок, никакого аквапарка. А сегодня мы видим полноценный, интересный, красивый аквапарк. Вот сейчас я стою у зоны для самых маленьких, и даже для самых маленьких здесь 6 горок в таком вот импровизированном замке.
Ну, красотища. И все это находится прямо вот на берегу моря, с видом на море. Ты скатываешься с этих горок. Еще поставили здесь какую-то, вот вижу, мебель. Такой вот пляжный вариантик. Можно вот здесь вот лежать и наблюдать за малышками, как они здесь плещутся и наслаждаются, так же, как и родители. Территория небольшая, и можно сказать, что это плюс, так как далеко ходить никуда не надо. Ну, когда мы только зашли на территорию, обошли все, я подумала, да, она такая маленькая, и совсем нет фото и видеолокаций. Но когда наводишь камеру, понимаешь, что просто красота. И бонусом еще есть дополнительный аквапарк, который совсем новый, поэтому за территорию мы поставим 5 баллов. А получить полный восторг и в то же время бурю эмоций можно в дельфинарии. Теперь, кроме просто шоу с дельфинами или плавания 5-10 минут, можно попасть на 30 минут общения с дельфинами, дельфинотерапию или вип-плавание. Это просто незабываемо. Вау, восторг, прилив силы и энергии и все 30 минут смеха и улыбки. Всю подробную информацию и стоимость смотрите на нашем сайте Travel24 Online. А в 18:30 идем на ужин все в тот же ресторан. А я сегодня на вечер буду сидеть на фруктиках, чтобы не переедать. Здесь целый огромный вот этот вот стенд с яблочками, с виноградом, с апельсинами. Все так выложено красиво, все лежит прям и ждет. И, между прочим, посмотри, есть виноград, он уже сразу почищенный, просто вот такими отдельными бобинками можно себе вот набрать. Я наберу. А еще посмотри, какая огромная вот эта вот корзина с фруктами. И, в принципе, еще даже есть груша, апельсины, гранат, порезанный кусочками. Действительно, они тут заморочились. Все очень даже выглядит неплохо. У нас здесь есть 2 вида супа. Луковый суп. Ну, знаете, как-то луковый суп я, наверное, все-таки не буду есть. Я думаю, в отеле можно и без лукового супа обойтись, но зато есть суп из морепродуктов. И у меня такое ощущение, что здесь уже все эти морепродукты выловили, потому что что-то здесь одна какая-то жижка. О, смотри, креветка. По-моему, какой-то хвост креветочный. Это крабик. Это у крабика немножко есть. И главное, что можно к супчику добавить такие вот всякие печенюшечки. А это какие-то макароны. Вот тут еще какие-то печенюшки. Там еще рис. И вот такие кубиками тоже сухарики. Все добавлю. Буду сегодня суп из морепродуктов. А на улице у нас тоже движ. Здесь что у нас подают? Говядину видим. И там дальше соус к этой говядинке, который подогревается на огоньке. Но это еще не все. Что-то еще есть. Давайте посмотрим, что здесь. Это курица-гриль, обычная курица-гриль. Ага, вот, посмотрите, даже нам показали. Спасибо. Только тарелок нет. Тарелки, получается, надо брать внутри. Очень удобно. Мне придется еще раз ходить. Здесь у нас в подогреваемых таких вот чанах стоит макаронка, запеченные макароны. Вот, Кажется, сюда просто положили к макаронам все, что она оставалось. здесь тоже подогревается постоянно. Очень горячие эти чашки. Так, макароны я, наверное, возьму, больше ничего брать не буду. Есть овощи. Потом это какая-то картошка. Такая размазанная. И баклажаны. А вот баклажанчики с помидорами, я думаю, можно тоже взять. Вполне неплохая еда на вечер. Уголок с
со сладостями, как и во время обеда, на ужин тоже богат своим изобилием. Здесь у нас египетские сладости, причем надо сказать, что в обед их было меньше, были другие. Сейчас уже поинтереснее. Вот это посмотрите, очень вкусная, советую. Кунуфа, кажется, называется, там с сыром, очень люблю ее. Опять же, стаканчики были только такие в обед, сейчас все больше, на выбор здесь еще какие-то. Мне всегда нравится, когда подают вот в такой маленькой посуде, так кажется индивидуально, по-ресторанному, что ли. То есть один стол со сладостями, здесь второй стол со сладостями. Кстати, обратите внимание на вот эти статуи, цветы везде. Настолько все вот тут гармонично, красиво. Глаз радуется, украшения на каждой вот этой вот пироженке. Ну просто заглядение. Осталось нам разобраться с баром. Что же с баром? Напитки, к сожалению, не приносят. Надо прийти красиво и стать в очередь. Hello. Так, где моя очередь? Я буду туда стоять. Вот вы есть. Привет. 2 белых вина. А можно в красивые стаканы? Красивые стаканы. Ой, видите, там на витринке сейчас мне достанут красивые стаканы. Так что все возможно. Меня вот смущает вечером, знаете, сели за ужином, хочется красиво вот что-то вот заснять, вот так чок-чок. И вот эти вот стаканы не очень красивые, одноразовые. Сейчас все будет. Вот наши красивые бокальчики. Спасибо. Мне их выдали только с условием, что потом я принесу их обратно. Имейте в виду, они только для украшения, их только 4, поэтому успевайте. Вообще очередь маленькая есть, ну совсем вот такая вот малюсенькая. Там может стоять где-то по 5 человек, но это как-то быстро проходит. В принципе, много еды, можно наесться, хотя некоторая еда повторяется, например, рис. Мне кажется, там даже вот 3 вот этих вот штуки с рисом, но все равно еды хватает, и наесться можно. Конечно, огромный плюс – это то, что здесь стандартный для нас светский стол, то есть мы все брали сами. От этого, естественно, все очень быстро, доступно и классно. Вот это бы вернуть во все отели было бы супер. Что касается мясных блюд, уже классика жанра от меня, то я насчитала сейчас 5 вариантов. В обед я, кстати, ошиблась, было 4 варианта, сейчас 5 вариантов, ну и, скажем так, ни много ни мало, все хорошо. Ну, бокалы мы себе как-то добыли, но, конечно, в чем минус? То, что не приносят напитки к нам сюда, никто к нам не подошел, ничего не принес. Хотя, конечно, все красиво, все чинно. И, опять же, очень похоже на то, что было вот в обед. Сейчас вечером практически все то же самое, все так же красиво, и поэтому, ну, я особой разницы с обедом не нашел. Для нас это просто классика жанра. Вечером прийти на ресепшн, проверить здесь обстановочку. А она здесь, знаете, очень даже ничего. По крайней мере, интерьерчик меня устраивает. Особенно радует вот эта яркая, необычная люстра и тишина. А еще здесь между ресепшн и вот нижним уровнями есть такой секретный этаж, где можно себя почувствовать настоящим королем. Вы только посмотрите, какой здесь трон. Это настоящее дерево, отделка. Вот здесь все, я могу себя ощутить в королевстве. Король Максим I меня называете вот в этом троне. И главное, что здесь ловит интернет. И кое-кто уже нашел, где посидеть. Интернет. А Мариника, между прочим, у нас занимается английским языком. Учит английский язык онлайн. Вся вечерняя анимационная программа проходит в амфитеатре. А пока мы туда шли, наслаждались вечерним освещением отеля. Оно просто бомбическое. А у нас здесь мисс
отеле, и сейчас конкурс, как во всех отелях. Я говорю, ну как можно? Во всех отелях одни и те же конкурсы. Сейчас у нас конкурс «Танец живота». И на удивление, все, время отдыха египтян закончилось. Сейчас в отеле одни практически иностранцы, наверное, только 10% египтян, практически все такие тихие, спокойные, без детей, потому что все участницы русские. А для меня самое лучшее вечернее развлечение – это пройти пешочком. И здесь у нас есть огромный променад. Если пойти вот в ту сторону направо, там ничего нет, поэтому туда ходить не нужно. А вот зато налево можно где-то пройти 5 километров, и там будет очень-очень красивая площадь фонтанов. Ну, можно, конечно, взять в аренду электрическую машинку и проехать туда, но я все-таки за то, чтобы после такого плотного ужина пройтись пешочком, сбросить все эти лишние килограммы и получить удовольствие от хождения. Утром, как всегда, не раньше 9 идем на завтрак. Все в тот же ресторан отеля. Начнем со стола молочных каш. На удивление, здесь аж 3 варианта. Это рис с молоком, какой-то кускус и молочная лапша. То есть, мне кажется, даже без проблем можно покормить детей, маленьких детей. Но очередь дальше зачем? Я могу угадать, даже не глядя. Это, конечно же, за яишенкой. Яишенки сегодня, я думаю, мне не видать, потому что если очередь больше одного человека, я обычно не стою. Сабрина у нас стоит за блинчиками. Блинчики и целая большая тарелка шоколада. Мой любимый фалафель здесь обязательно есть на утро, правда его почти уже весь разобрали. Видимо, знают, что это вкусная штука. Здесь у нас есть куриные колбаски, такие какие-то белые совсем белые. Картошка жареная такими дольками. Потом это опять же какие-то макарончики в молоке и вареные яйца. Все, утренний комплект полный есть. А это сырный стол. Я только смотрю, вроде тарелок много, 2, 4, 6, 8, но я не могу понять, это просто на 8 тарелках один сыр или это разные все-таки сыры? А здесь сыр фета, ну точно, так они все выглядят, как будто на все 5 тарелок положили один, но зато выглядит красиво. Здесь у нас точно такая же история с колбасой. По-моему, здесь только раз, два, и это вот другая, 3 вида колбасы, но на самом деле это очень много, бывает даже один иногда. Ну, а здесь у нас помидоры, оливки, огурцы, капусточка. И подходим к самому важному столу на утро. Это, конечно, стол с египетскими сладостями. Здесь все есть, полный комплект, как говорится. Посмотри, какой интересный, кругленький, большой каравайчик я нашел. Как его только вот взять, у меня возникает вопрос. Ножа нет, я предлагаю нам конец. взять целый. Ты что, думаешь, нам целый взять? То есть настолько мы будем такие вот наглые, что целый каравай возьмем, да? Ну ладно, короче, пока никто не видит, я вот так вот себе положу, смотри, оп. Ну это, конечно, наглешь, оп, 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 да, все, стоять, все так, все, короче, никто ничего не видел, уходим. Я взяла только картошечку и вот такие колбаски. И еще взяла дыню, гранатик. Кстати, здесь он уже вот так очистен, это хорошо. И яблочко. Я вообще взяла вот такие вот круассанчики сначала. Потом я решила уже взять бутик. Я взяла там капусту, сырфету, там все. Прихожу, и оказывается, я забыла взять тосты. Еще я забыла взять чтобы туда положить колбаску, например. А потом я взяла и сделала сейчас вот такой вот бутик. Тут вот такая вот капусточка, вот такие вот сосиски и сырфета. Еще, кстати, я попробовала маринованные
тоже взяла, потому что она очень вкусная. И еще я взяла какао. На завтрак все тоже очень красиво расставлено, и когда проходишь рядом с этими тарелками, вроде как хочется все взять, и одно, второе, и третье. И как бы не казалось на первый взгляд, что может и маловат выбор, но потом, когда проходишь, открываешь каждую вот эту бадью, тарелку, и понимаешь, что я тоже набралась. Ну что ж, самое главное, каравай я себе на утро добыл. И после него, кстати, мне почему-то ничего остального есть не захотелось. Выбор вроде бы большой. Опять же, все красиво, чинно, но я думаю, что на сладостях мы сегодня остановимся. А, кстати, фалафель я так и не смог себе добыть. Я пришел, а фалафель весь разобрали. Я постоял, и не было его больше. Взял сосиски. Взял, к сожалению, только сосиски. Хотя выглядят они довольно так беленькие. И на вкус тоже нормально. Итого на питание в этом отеле многие туристы жалуются. Но мы, посещая в последнее время многие другие отели и часто дороже этого, сделали свои выводы. Мне понравилось, что обстановка в ресторане очень красивая. Все так шикарно оформлено. Плюс столов достаточно. Нет такого, чтобы мы стояли в очереди за столами. Да еще и берем сами. Это тоже большой плюс. Разнообразие еды плюс-минус стандартное для 5-звездочного отеля в Египте. Но вот обслуживания нет никакого. Вообще не приносит напитки никому. Поэтому мы поставим за питание оценочку 5 с минусом. Наконец, мы маленькими шажками подбираемся к воде, к пляжу. А территорию от пляжа отделяет вот этот известный, знаменитый променад Сахл-Хашиш. И он на самом деле протяженностью 5 километров. Если по нем двигаться, то можно зайти прям до фонтанов Сахл-Хашиш, можно прокатиться на машинке. Ой, какая интересная здесь локация. Сразу же бар, пляжный бар. И вот такого решения я нигде еще не видела, чтобы вот барные стулья были в виде качелей. Наверное, что-то пить на этих качелях неудобно, но выглядит это очень интересно и красиво. Кроме интересного решения с барными стульями, также здесь необычные столики в виде беседок, а еще качели вдоль отельной части променада. Вот что мне нравится здесь на пляже, это вы посмотрите, какие необычные зонтики. Ну, обычно стоят какие-то деревянные или простые, а здесь это даже не зонты, это просто как будто какие-то паруса натянуты, и под ними стоят шезлонги. И помимо этого есть еще большие такие шезлонги-кровати. Только я не могу понять, почему они такие черные. Я так понимаю, что это такой дизайн, но выглядит и кажется, это как будто бы они какие-то грязные, что ли. Я думаю, цвет им нужно было сделать белый, тогда выглядело бы это все-таки получше. Вот где свобода и раздолье на пляже, так это в Гравити. Наверное, все-таки сказалось то, что отель находится на окраине, и он смог себе отвоевать огромный пляж, учитывая размер отеля. Посмотрите, насколько далеко друг от друга стоят здесь шезлонги. Поэтому проблем с тем, где полежать, где уединиться, здесь вообще нет. Это самый свободный пляж, какой я когда-либо видела в Египте. В целом шезлонгов на такую большую территорию мало, хотя для отдыхающих их и было достаточно. Но, возможно, из-за нестандартных зонтов на пляже как-то пустовато.
Песка у нас здесь на пляже предостаточно. Причем вот здесь поближе к воде, видимо, его привезли. Он такой мягкий, беленький. Потому что в самом начале пляжа он более утоптанный и твердый. А вот здесь это отличный песок для того, чтобы в него закопаться. Здесь детям будет классно. Да и я сам люблю в таком вот песочке пошевелить его руками, вот так вот его переминать. Это так приятно. Особенно сейчас, когда уже не сильно жарко, песок уже такой прохладненький и чувствуется, ну, прям великолепно. Но как только мы добрались прямо до берега, понимаем, что не все так радужно с пляжем, потому что входа как такового песчаного здесь на глубину нет. Здесь мелководье, конечно же, можно дойти и поплавать. Конечно, мы, русские отдыхающие, можем все. Но это, во-первых, будет очень долго, очень мелко. Нужны специальная обувь, хотя здесь кажется, что берег песчаный. Некоторые туда ходят и плавают. Но в основном здесь вот все просто лежат, просто отдыхают в моречке. Вот полежать здесь самое то. Поплавать с берега получится только малышкам. Ну и в целом, конечно, девочки меня поймут, берег здесь, ну, прямо не такой, как мы представляем себе пляж. Эти кораллово-каменистые участки на берегу очень портят внешний вид. Так как с берега поплавать сегодня не очень получается, вся надежда остается на пирс, длина которого около 300 метров. И здесь даже бывают часы пик. Пирс условно можно разделить на несколько зон. Первая – это спуск на небольшой глубине, где даже можно стоять ногами. Вторая зона с шезлонгами, зона отдыха. Здесь, собственно, можно лежать, загорать, чтобы каждый раз не идти на длинный пирс для купания. Правда, шезлонги всегда заняты. И, наконец, третья зона – это спуск уже на большую глубину, где можно посмотреть хороший коралловый риф. Есть большой пирс, который принадлежит сразу двум отелям, и поэтому здесь постоянно ажиотаж, здесь столько народа. Давайте померяем температуру воды Красного моря в октябре. Наша уточка Моня сейчас на улице показывает 37 градусов тепла. А вот мы начинаем погружаться в воду. Ой, я когда захожу, знаешь, такой перепад немножко чувствуется, сразу прохладно. Хотя уточка Моня говорит, что не так уж и прохладно. Опа, 28,2 градуса тепла. Реально, вода очень теплая, купаться одно удовольствие.
что ж, давайте подведем итог по пляжу. Пляж пустоват, но оборудование довольно-таки интересное. А что касается захода в море, то здесь, конечно, все печально. Несмотря на то, что пляж песчаный, в этой части Сахал-Хашиш, к сожалению, мелководье. Но зато поплавать можно с пирса. Правда, идти далеко, но зато коралловый риф очень даже крутой. Поэтому общую оценку за пляж мы поставим 4 балла. А аниматоры, по-моему, здесь работают просто нон-стоп. С самого утра я слышу, то какая-то зарядка, то они плавают в бассейне, орут, то здесь какой-то конкурс. Прям веселуха какая-то бесконечная. Я в итоге вся облитая. Просто подошла посмотреть. Случайно шарик прилетел на меня. Вот примерно так же шарик прилетел на меня, и теперь у меня все мокрое. Что ж, давайте подведем итог в целом по отелю. Отель меня приятно удивил, и по соотношению цена-качество, я думаю, что сейчас это неплохой вариант. Отель превзошел все мои ожидания. Да, конечно же, здесь есть какие-то минусы, например, не очень качественная уборка в номере, мне не очень понравились пластиковые стаканчики во всех барах, заход в море, пускай не очень хороший, но обалденный коралловый риф, красивый современный дизайн, аквапарк, множество бассейнов перекрывают все минусы. А цены на все популярные экскурсии в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе смотрите на нашем сайте Travel24 Online. Кстати, гораздо удобнее бронировать в приложении Travel24. Ищите его в Play Market и App Store. Ну а нам не забудьте поставить пальчик вверх и поделиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда видеть новое видео. А оно уже совсем скоро, не пропусти. Пока-пока!